Добрый день, самые лучшие в мире зрители. Меня зовут Полина. Совсем недавно я подшивала тюль и пришивала к нему шторную ленту. И остался вот такой кусок, шириной 30 сантиметров, длиной 4 метра. Что из него сделать? Для начала порвем. Здесь можно не церемониться, рвем руками. Полоски сделаем шириной примерно 15 сантиметров. В качестве вспомогательной ткани возьмем кусок плотной плащевки. Когда-то из нее хотели сшить курточку, но этого куска мне хватит, чтобы вырезать две детали размером 42 на 42 сантиметра. Подготовленную полоску свернем так, чтобы не было открытых срезов. И посредине полученной ленты будем прокладывать строчку. Еще одна маленькая деталь. Надо ослабить натяжение верхней нити, чтобы потом можно было эту заготовку легко собрать гармошкой, оборкой, только потянув за нити. Ленты приготовили. Потом готовим основу. Надо наметить середину большой детали. Шить начнем с середины по кругу. Закрепляем конец ленты и начинаем ее укладывать по спирали. Шьем не торопясь. Расправляем красиво складочки. После того, как уложили первый виток, приподнимаем рюши и близко к первой полоске нашиваем следующий ряд. Я времени зря не теряла. Шила долго и упорно. Посмотрите. Это я закончила пришивать первую полоску и перешла к следующей. Мне это немного напоминает цветок гортензии. Вся работа идет достаточно быстро. Рюши расправляем и прошиваем. Конечно же, есть много вариантов использования тонких тканей, но этот наиболее быстрый и рациональный. Все края ткани хорошо спрятаны, ничего не сыплется. Многие из вас, наверное, уже видели декоративные подушки георгины, но там столько возни. Порезать квадратики, свернуть их, прошить. Но вы же знаете, что я не сторонник резать хорошую ткань. И если есть возможность, буду по максимуму использовать тот размер, который уже есть. А подготовленные детали будем оформлять в подушку. Для начала зигзагом обработаем сторону, которой будем пришивать молнию. Выставим на швейной машинке нужную строчку и прошьем. После этого пришьем молнию к двум частям подушки. Потом сложим эту заготовку и сделаем строчку по периметру. Сразу же обработаем зигзагом открытый край. После этого подрежем углы и вывернем заготовку. У меня часто спрашивают: ты смотрела тот или иной новый фильм или сериал? Интересно, посмотри. Нет, не смотрела. А вы смотрели 450 серий Лунтика, 211 серий Свинки Пеппы, 208 серий Смешариков, 111 серий Фиксиков и 145 серий Барбоскиных. А я смотрела. Рекомендую. Даже сама не ожидала, что так совпадут цвет вуали и тканевой основы. Очень красивое нежное воздушное облачко. Заметила, что такие вещи очень любят дети. Необычная фактура, цвет, форма. Это все заставляет ребенка разглядывать вещь, думать, будет его творческую фантазию. Девочка может себя представить сказочной принцессой в волшебном саду или снежной королевой. А мальчик, что это бушующие волны, а он отважный капитан корабля. Родители, заберите у ребенка телефон, не лишайте его детства. А пока подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии, заходите еще. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!